Здравствуйте, давно не было таких видосов, да и вообще их в принципе не было у нас на канале и не было у нас в Инстаграме. Здесь будет ссылочка на Инстаграм, на наш YouTube канал. В общем, покажу вам, как с нами работать удаленно в любой точке мира. И не особо надо много мозгов, чтобы настроить компьютер и не мучить ни вас, ни нас. Просто давать нам данные, которые необходимы, чтобы запустить сразу в работу машину. И вот сейчас на компьютере на этом вы увидите это все сами. Заходим просто в браузер, любой. Я просто открываю тот, там где не открыты мои вкладки, так сказать. И прописываем softether. Точка, да неважно, вот. И вам нужно скачать VPN сервер. Вас кинет на сайт, вы проходите по ссылкам, ищете актуальную. Вот. И здесь у нас есть download. Заходите, нажимаем кнопочку. Как видите, все очень просто, то есть не особо ничего не надо выдумывать. Выбирайте, какой у вас компьютер. Здесь также доступна версия для Mac. Если у вас Mac, вы скачиваете эту версию. Тоже можете купить переходник. Он у нас в свободном доступе. Покажу, как он выглядит. Вот такая вот приблуда. Все новые компьютеры они идут с Type-C. И поэтому очень удобно. То есть в Mac такая же система. Вы просто подключаете сюда Ethernet кабель. Кабель Ethernet, он продается во всем мире, стоит от 10 до 15 долларов. Либо можете у нас купить за 400 гривен, либо за 10 евро. Вот. И вы уже имеете доступ к машинам F и J серии. Все услуги, которые мы предоставляем в нашем сервисе, касаемо кодирования, программирования, они теперь будут доступны на ваших сервисах. Заходим, скачиваем VPN сервер. Выбираем Windows, это будет либо macOS, неважно, вот видите, и Linux есть, то есть все есть. И скачиваем. Ждем какое-то время, пока оно загрузится. Это происходит быстро. До, там, смотря какая скорость, конечно, интернета, но если у вас плохая скорость интернета, то лучше в таком формате не работать. То есть с телефона раздавать нехорошо, но в некоторых случаях, когда нужно выручить людей, мы это используем. Но я не рекомендую. Заходим, показываем сервер, мы готовы к установке. Вот эти все моменты, которые я сейчас делаю, вы просто будете медленно перематывать и... Извините, прервался, так бывает. Значит, вот у нас программа, и вы его коннектите. Оп, здесь вы вводите на примере там 1 пароль, ничего здесь не нужно менять. Потом ставите здесь галочку Remote Access, идете дальше. Здесь прописываете, обычно как прописываем, к городу. Если уже такой город есть, оно вам не даст написать. Я обычно пишу так, Лимар и, например, там Букурешт напишем, Бухарест. Секундочку, Бухарест. Лимар, Бухарест. Есть. Это копируйте, Ctrl-A, Ctrl-C, копируйте, чтобы дальше упростить вам жизнь. Здесь мы просто вставляем, нажимаем кнопочку Set to Above Hostname. Оно фиксирует, это ваш VPN адрес будет в дальнейшем, который вы нам скинете. Все, здесь мы ставим Enable, ставим OK. Здесь мы ставим Enable VPN Azure, пусть будет. Это объясню позже в следующем видео, сейчас вам это не нужно знать, почему так. Здесь мы создаем пользователя, помните, я сказал, скопировали, вставили, вставили, не заморачиваемся. Паспорт тоже вставляйте этот же паспорт и еще раз подтверждайте его. Окей. Все, после этого у вас готовый доступ к подключению. Заходите в мост, Local Bridge Settings и смотрите, нет у вас моста. Окей, значит мы выбираем наш Virtual Hubnet, либо Букурешт, и здесь у нас открывается модем. В моем случае так не будет, потому что у меня клиент, я подключаюсь к вам, ко всем. Вот, поэтому здесь выберите свой модем, который установлен в компьютере, выбираете и нажимаете «Создать мост». После этого вы нам просто предоставляете те данные, которые скинули, Лимарт Букурешт, и я просто сразу же уже могу подключаться к вашему автомобилю. Опции, которые мы можем делать, я вам сказал.
Welcome to Limar.